Мне очень понравилась новая бесплатная карточка Неймара. Да, непонятно, зачем ее снова выкатили, непонятно для кого, и уже даже не счесть, какая это карточка по счету. Но если приглядеться к ней, а не фыркать от нее из-за ее невысокой скорости и невысокой выносливости, в целом это, скажем так, черная лошадка. И для тех же самых новичков крайне полезный подгон. Всех приветствую на канале Unrealistic PES. Сегодня я хочу поделиться с вами мыслями и ощущениями от игры за новую карточку Неймара, потому что, как всегда, ко всем бесплатным карточкам мы относимся с недоверием, со скепсисом, и сегодня я этот скепсис хочу немножко, так сказать, развеять, ну и, возможно, вас немножко переубедить насчет этой карточки. В общем, дальше будет видно. Первое, с чего стоит начать, так это с аналогии с бесплатной карточкой Лионеля Месси, которую раздавали, по-моему, в августе, когда Лионель Месси официально перешел в Интер Майами. При детальном рассмотрении карточки мы поняли, что эта бесплатная подарочная карточка вообще ничем не отличается от стандартной карточки Лионеля Месси, которая продавалась в стандартном магазине за ГПшки. В случае с Неймаром же ситуация немножко иная, потому что эта версия все-таки получше версии за ГПшки. На 1-2 пункта в скиллах, но тем не менее, опять же, не такая же ситуация, как была с Лионелем Месси. Более того, если прокачать эту карточку под другие позиции, а не под основную, а именно оттянутого форварда, то, в принципе, скиллы очень даже неплохие. И в целом, если сравнивать, например, с премиальной карточкой Неймара, которая была в паке сборной Бразилии, на удивление можно заметить, что большинство скиллов у бесплатной карточки ничуть не хуже, а где-то даже и лучше. Например, та же самая подкрутка и удары поворотом. Но стоит отметить, что у премиум карточки эти скиллы нивелируются навыками с дальними ударами, подкрутками, ну и так далее. Но тем не менее у бесплатной карточки удары, пасы, они прям ощутимо приятные, ощутимые на высоком уровне. Если же сравнивать с последней карточкой из команды недели, которая на АПЗ, она ей уже заметно уступает, поэтому эту карточку я предпочитаю использовать именно на ЛН, несмотря на небольшую скорость и на далеко не самую заметную выносливость. Но опять же, у премиум карточки она тоже не сказать, что высокая. И возвращаясь к разговору о скорости, это, возможно, вот единственный такой вот заметный минус у этой карточки, потому что скорость действительно ничтожно маленькая, в то время как ускорение все еще на приличном уровне. Поэтому в случае с Неймаром, наверное, не стоит рассчитывать на какие-то забегания, как с тем же Салахом или другими любыми бегунками, которыми вы играете на фланге. Но, несмотря на это, моделька новоиспеченного Неймара крайне приятная. Она очень чувствительная, подвижная, в целом подходит для дриблинга. Еще один забавный факт, который я успел приметить за время игры: у этой карточки, да и в целом у Неймара, крайне слабая игра головой. Да, в принципе, понятно, бразилец не самый высокий, но при всем этом он зачастую при борьбе на втором этаже выигрывает эту самую борьбу. То есть у него какой-то синдром Ромарио. Не знаю, заметили ли вы это или нет, но после обновления Ромарио, по-моему, перестал выигрывать верховую борьбу. За него теперь это делает вот эта карточка Неймара. Опять же, при вообще ничтожных цифрах игры головой, при росте в 175, он зачастую выигрывает верховую борьбу. Неймар. В общем, этот момент стал для меня откровением, и я не любил никогда навешивать на Неймара, опять же, например, при вводе мяча в игру от ворот, но почему-то всегда тяготею именно на этот фланг. И именно эта версия Неймара составляет нехилую такую конкуренцию при игре на втором этаже. И закончим мы разговор об этой карточке Неймара на его ударах, потому что они действительно великолепная. При прокачке на позицию левого вингера цифры ударов будут следующими: удары поворотом 85, подкрутка 88. И при том, что в навыках у футболиста присутствуют сложные дальние удары. И если вы выловите те же самые подкрутки в навыках или какие-то прочие навыки, связанные с ударами, с подкрутками, как это есть у премиум карточки, я боюсь представить, что эта карточка будет вытворять ударами из-за штрафной. Серьезно. В общем, как вы уже могли догадаться, исходя из моих восторженных речей, эта карточка, опять же повторюсь, мне очень даже понравилась. Ощутимый минус — это ее скорость, да. Иногда, если вы прям в моменте бежите на ворота соперника, на какой-нибудь там контратаке, Неймар может вам немножко испортить всю малину. Ну или банально не добежать за мячом, если вы отдадите сильную передачу на ход. Но это полностью нивелируется всей той техникой, которую он может вам предоставить в атаке.
при подыгрыше, или, например, если нужно ударить красиво из-за штрафной. Его удары действительно опасные. Поэтому советую вам обратить внимание на эту карточку, если вы играете за Неймара в своем составе. Конечно, это далеко не самая лучшая его версия, потому что учитываем ту же самую команду недели, которая приличная такая, именно последняя карточка. Вспоминаем его Big Time карточку, его премиальные карточки, а именно из отдельного премиум пака Неймара, ну и так далее. В общем, карточек полно, и эта бесплатная карточка, конечно, на их фоне донатных карточек уступает. Но как бесплатная карточка, как карточка для тех, кто только-только начал играть, это просто отличный подгон. Не согласны со мной? Тогда жду вас в комментариях под этим роликом. Очень интересно узнать, что вы думаете на этот счет, как вам эта карточка, считаете ли вы ее хорошей или же плохой, почему, зачем и как. Поддержите это видео своим большим пальцем вверх, друзья. Не забывайте, ваша поддержка помогает продвижению роликов. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем приятной игры и до скорых встреч.